Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Зинифе, и это видео для тех, кто изучает русский язык. Сегодня я хочу поговорить с вами об именах существительных. Как вы знаете, бывают существительные в единственном числе, а также существительные во множественном числе. Давайте разберемся. Это ложка. Это ложки. Это ручка. Это ручки. Это стакан. Это стаканы. Надеюсь, принцип вам понятен. К словам во множественном числе мы добавляем букву «ы» или «и». Либо заменяем букву «а» на букву «и», либо на букву «ы». Давайте рассмотрим еще несколько примеров. Книга, книги. Книга, книги. Сумка, сумки. Сумка, сумки. Банан, бананы. Банан, бананы. Телефон, телефоны. Телефон, телефоны. Компьютер, компьютеры. Компьютер, компьютеры. Карандаш, карандаши. Карандаш, карандаши. Яблоко, яблоки. Яблоко, яблоки. Есть такие существительные, у которых особая форма множественного числа. Запомните, пожалуйста, следующие существительные. Дом, дома. Дом, дома. Стул, стулья. Стул, стулья. Лист, листья. Лист, листья. Дерево, деревья. Дерево, деревья. Но в русском языке есть такие слова, которые мы используем только в единственном числе. Давайте посмотрим, какие это слова. Нефть. Масло. Сахар. Мед. Еда. Вода. Молоко. Посуда. Смех. Некоторые слова мы используем только во множественном числе. Эти слова необходимо запомнить. Давайте разберем некоторые из них. Это ножницы. Это тоже ножницы. Ножницы, ножницы. Это часы. Это тоже часы. Часы, часы.
очки, очки, духи, духи, шорты, брюки, качели, весы, санки. Названия некоторых регионов и стран используют во множественном числе. Например, Альпы, Карпаты, Филиппины. Давайте потренируемся еще чуть-чуть. Повторим. Единственное число. Молоко, посуда, нефть, масло, сахар, мед, еда, вода, смех. Множественное число. Ножницы, часы, очки, духи, шорты, брюки, качели, весы, санки, Альпы, Карпаты, Филиппины. Дорогие друзья, надеюсь, это видео было вам интересным и полезным, и вы узнали что-то новое для себя. Хочу напомнить, что вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить другие мои видео. Надеюсь, они тоже будут вам полезны. А если это видео вам очень понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, а если не понравилось, тогда вы можете поставить дизлайк. Мне будет приятно, если вы оставите свои комментарии под видео. Если вам что-то было непонятно, вы можете задавать мне вопросы. А также вы можете рассказать, какие еще темы вас интересуют. Дорогие друзья, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч, увидимся в следующих видео. Пока-пока!